А вы знаете, где в Москве можно найти Европу? Сегодня мы находимся именно в таком месте. Месте, которое покажет нам архитектуру XVIII века, а также принесет нас в век изящества и пышности. Еще это место интересно любителям романтики. Именно здесь зародилась самая романтическая история – любовь между графом Николаем Петровичем Шереметьевым и Прасковьей Жемчуговой. В 1801 году они заключили брак. Мы находимся в летней увеселительной резиденции графов Шереметьевых. Кусково знаменита своими уникальными архитектурными памятниками, которые сохранились до наших дней, их около 20, и также уникальной портретной галерея. Ну что, пошли путешествовать? Свое путешествие мы начинаем с Большого дворца, который строился с 1769 года по 1775 год. Дворец построен полностью из дерева, исключением его составляет цокольный этаж. Гости усадьбы были очень имениты. Елизавета Петровна, Екатерина Великая, также польский король Понятовский и многие другие именитые люди того времени. Граф Борис Шереметьев, купив усадьбу, прожил здесь всего лишь 4 года. Рассвет усадьбы произошел уже при его сыне Петре Борисовиче. Граф пригласил знаменитого архитектора Карла Бланка для обустройства Большого дворца. При оформлении парадных сеней использовались дешевые материалы – гипс, бумага, дерево. Но несмотря на это, интерьер смотрится богато, благодаря работе мастеров. Каждая комната во дворце имеет свое название и предназначение. Перед вами комната для игры в карты. Она проходная, имеет довольно немного мебели, основной ее интерьер составляют столики для карточной игры и портреты. В этой комнате находится портрет Екатерины I. Именно ее Петр Борисович Шереметьев привез в Россию. От Шереметьевых она перешла к Меншикову, а в доме у того ее заметил Петр I, а впоследствии она стала императрицей. Перед вами уютно обставленная комната с зеленой отделкой стен. Это бильярдная. Здесь находится большой бильярдный стол. Именно в этой комнате гости коротали свое время за бильярдной игрой. Когда вы входите в следующую комнату и поднимаете глаза вверх, вы не можете их оторвать. Жаль, что люди не могут ходить по потолку, иначе бы вы подробно рассмотрели изображение, которое выполнено художником. Вы вошли в столовую гостиную, которая принимала здесь именитых гостей. На большом круглом столе вы можете видеть пример, как украшали столы для званых ужинов в XVIII веке. Гости через парадные сени попадали в прихожую гостиную. Перед ними открывался необычный вид стен, которые украшали фламандские шпалеры, которые были изготовлены в конце XVIII века. Также здесь можно увидеть шпалеру с портретом императрицы Екатерины Великой, которая была изготовлена в Петербурге. Известно, что Великая императрица 6 раз посещала приемы в Кусково. В память этого события в парке поставлены обелиски. Далее гости попадали в шпалерную гостиную, на стенах которой сохранились фламандские шпалеры конца 17-го, начала 18 века, на которых изображены фрагменты регулярного парка, похожего на парк Кусково. Настенные ковры шпалеры выполнялись на огромных ручных станках. Иногда мастеру требовалось до 10 тысяч оттенков нитей разных цветов. Насколько трудоемкая была работа.
Далее гости попадали в угловое помещение дворца. Оно оформлено в ярко-малиновом цвете. Когда гости попадали в малиновую гостиную, они слышали музыку, которая доносилась из органчика. До наших дней, к сожалению, не дошли часы с движущимися фигурками, которые украшали этот инструмент. В усадьбе останавливались войска Наполеона в 1812 году, и многие ценности после их визита бесследно пропали. Здесь присутствуют мраморные бюсты Бориса Петровича и Анны Петровны Шереметьевой, и также несколько портретов, которые украшают комнату. Из малиновой гостиной гости попадали в парадную спальню. Она являлась зданием моды тех времен. В ней стоит кровать с балдахином. Спальня оформлена портретами, интерьер дополняют настенные французские часы и столик Бобби, который был популярен в XVIII веке. Далее находится комната, которая хранит дух Петровской эпохи. Именно с нее начинаются личные покои Шереметьевых. Здесь граф давал управителям распоряжения по устройству торжеств. Рядом с кабинетом расположена личная уборная, где хозяина дома наряжал камергер. Диванная служила проходной комнатой для отдыха. В конце комнаты расположена библиотека, которую, к сожалению, посетителям можно наблюдать только издалека, а жаль. Через проходную комнату вы попадаете в вседневную опочивальню. Она была предназначена для дневного отдыха. Она та из комнат, которой пользовался граф для отдыха. Дворец Кусково создавался не для размещения графской семьи, а исключительно к великолепию. Для размещения графской семьи служил дом уединения. Когда в Кусково выдавались праздники, граф перебирался в свой пышный дворец, а после отъезда гостей немедленно возвращался к уютному дому. Дом уединения. Так Петр Борисович называл свой летний дом, в котором он постоянно жил и принимал друзей. К сожалению, он не сохранился до наших дней. Впоследствии дом отдавался в найм и был сломан в 1812 году. Рядом с вседневной опочивальней расположилась картинная. Она украшена живописью голландских, фламандских, французских, итальянских и немецких мастеров. Картины покрывали стены от пола до потолка и вешались впритык, а если величина полотна не отвечала отведенному месту, ее безжалостно обрезали. Самый роскошный зал, в котором сохранился паркет того времени, это танцевальный зал или зеркальная галерея. Самое большое помещение дворца с большими окнами, зеркалами в виде фальшивых окон и большой картиной на потолке. Здесь проводились балы, обеды и приемы. Здесь светские дамы хвастались своими нарядами и танцевали с кавалерами. А из танцевального зала двери вели во французский регулярный парк, куда можно было спуститься для того, чтобы подышать свежим воздухом или уединиться от посторонних глаз. Совет. В Кусково есть отдельный вход во дворец, сделанный в свое время графом Шереметьевым. А на рубеже 19-20 веков внук Прасковьи Жемчуговой, Шереметьев Сергей Дмитриевич, в этих покоях создал музей своей бабушки. Называется комната «Музей Прасковьи Жемчуговой» или «Музыкальная гостиная». Там были собраны личные вещи и портреты известной актрисы. Сама комната богато украшена. Мне, к сожалению, не удалось побывать в этой комнате, а вам очень советую туда попасть. Ну а если вы хотите унести с собой частичку Кускова, то в сувенирном автомате вы можете сделать монетку с изображением усадьбы. Путешествуйте вместе со мной. С вами была Чики Кэт. Пока!